Приветствую, друзья! Сегодня по многочисленным просьбам мы рассмотрим относительно дорогие внутриканальные наушники Yanyin Moonlight, в достоинство которых можно отнести гибридную схему из 7 излучателей с динамиком, 4 арматурными и 2 электростатическими драйверами, что, как говорится, высший класс современного наушникостроения. Да, дорого и местами богато. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришла модель в какой-то совершенно невзрачной коробке, однако внутри практически во весь ее объем находился шикарный плотный бокс с мягкой подложкой. В комплект нам положили небольшой мешочек, адаптер для самолета, переходник с 3,5 на 6,35 мм, набор сменных силиконовых амбушюр, а также целую кучу документации, в том числе и с характеристиками модели. Из важного отметим гибридную схему самих героев обзора с общим импедансом 8 Ом и чувствительностью 118 дБ. Кабель выглядит очень достойно, толстый, витой, с хорошей гибкостью и прямым металлическим штекером. В моем случае это баланс 2,5 мм, однако можно было выбрать 4,4 мм пентакон или обычный джек 3,5 мм. Соединения тут на классической вилочке, но сидят коннекторы настолько туго, что отсоединять их я, пожалуй, не буду. Сами чашечки почти не отличаются от Canon или Aladin от этого же производителя. Это все та же смола, компрессионное отверстие, направленное назад, и вытянутый металлический звуковод. Кстати, сквозь полупрозрачный корпус можно попытаться рассмотреть установленные внутри излучатели. Ну а на внешнюю часть, как обычно, вынесли логотип производителя и абстрактный рисунок с блестками. Сидят наушники шикарно, пользоваться ими удобно, да и со звукоизоляцией тут все в полном порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас очень вальяжный импульс, допустимое расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,38%, что довольно-таки неплохо. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ составляют где-то 81 и 99 миллисекунд с легкими возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с пологим таким заходом на середину, аналогичной амплитуды выделения области разборчивости, пик на 5 кГц для имитации ушной раковины и еще один пик на 8 кГц для усиления резкости звучания, после чего идет относительно ровная кривая с плавным убыванием к 20 кГц. Отличный, на мой взгляд, график с акцентами на всех ключевых точках, подчеркнутым басом и весьма протяженными верхами. В плане звучания же весь частотный диапазон здесь буквально как на ладони. Бас глубокий, насыщенный, плотный. В музыке он особо не доминирует, однако прекрасно подчеркивает мелодику и вес средних частот, которые в свою очередь наделены хорошей выразительностью, объемом и естественным с акустической точки зрения телом. Если сравнить их, например, с планарными Tank Zoom, то последние создают, на мой взгляд, более реалистичную картинку, но средние частоты там чуть ли не до прозрачности тонкие. В этом Moonlight без сомнения намного впереди, поскольку звук в них получает свойственный живым инструментам же рок, легкую такую агрессию, драйв и просто сверхнатуральное тело. То есть хватает и четкости, и мелодики, и, конечно же, экспрессии. Верха тут особо не выделяются, однако поражают своей протяженностью, почти бархатной теплотой и превосходным разделением. Хотя, учитывая цену наушника, вовсе не удивительно, что звучат они, если не идеально, то очень близко к тому. Все там на своих местах, во всем выдержан баланс, а каждый элемент проработан просто с дотошной точностью. Однако поворчать тут тоже есть над чем. На мой взгляд, динамик мог бы еще лучше передавать текстуры басовых инструментов, а серединке можно было добавить чуток холодности, отчего все музыкальное полотно получило бы уклон не в музыкальность,
натуральность, как в нашем случае, а в натуральность с элементами мониторности. Вот только к верхам здесь добавить нечего. Электростатические драйверы отрабатывают их на высочайшем уровне. Ну и еще одним важным достоинством Moonlight считаю их абсолютную бесшовность. Переход между излучателями вообще не чувствуется, создавая впечатление такого чуть ли не гениального динамика. Если кто ждет вау-эффекта, спешу вас разочаровать. Такового лично у меня не случилось. При этом все тут как под линеечку, всего хватает и все на своих местах. Да, кому-то может показаться излишней мягкости и теплоты, однако ни к детализации, ни к скорости отработки вопросов нет. Просто сделали модель с уклоном в мелодику, певучесть и максимальное раскрытие эмоциональной составляющей. Погружение здесь тоже потрясающее, порой забываешь, что у тебя в ушах наушники, настолько все естественно и комфортно. Планары, конечно, тоже хороши, но при прямом сравнении они, увы, даже не близко. С Rabga Hook X тоже сравнивал, но они открытые, что в значительной мере сказывается на звучании. Впрочем, все, что я говорил о Tenzo, можно легко перенести на Rabga. Там тоже ощущается тонкость средних частот, выше реалистичность и еще сильнее прорисованы различные мелкие нюансы. С теми же Дуну Талос даже сравнивать смешно. У Дуны нет ничего, чтобы они могли хоть как-то подать в сравнении с Яньен. По стилистике ожидаемо герои обзора абсолютно универсальны. В них вы можете слушать металл любой сложности, джаз, этнику, соул, блюз, электронику, да что угодно вообще. Не стало исключением и оркестровая или же другая акустически сложная академическая музыка. Передача сцены просто превосходна. Всем инструментам хватает воздуха и разрешения, да и позиционирование здесь почти идеальное. Нигде ничего не выпирает и везде всего достаточно. Верха, хотя и протяженные, но скорее дополняют собой аудиальное полотно, то есть без резкости, простоты или каких-нибудь ненужных артефактов. Звук, еще раз повторюсь, максимально сбалансирован. Какой-то особой раскачки, как, например, Планара Moonlight, не требуется. Однако подключать их лучше к чему-то аналогичного уровня. В моем случае это была исключительно стационарная связка из SMSL DO200 MK2 и усилителя HO200 на среднем и высоком гейне. Впрочем, неплохо споются наушники с чем-то до холодности нейтральным или даже мониторным. В этом случае источнику удастся чуть-чуть усмирить музыкальность наушников, усилив прозрачность и добавив в звук некоторой брутальности. Итогом гибридные семидрайверные наушники Яньен Moonlight очень удобно сидят, кабели насадки в комплект положили достойные, да и само их звучание знающего человека заставляет буквально снять перед Яньен шляпу. Новичкам бы я их рекомендовать не стал, прямо какого-то вау-эффекта вы здесь не найдете. Смотрите лучше в сторону обновленных планаров от Rabga или Tenzo. Но если вы действительно разбираетесь в звуке, то несомненно отметите тут просто предельно крутые высокие частоты, жирненький и при этом очень резвый бас и просто сверхмелодичную и эмоциональную середину. Да, суммарно все мягко и по аналоговому теплу, но производителю как-то удалось совместить это с высочайшим уровнем прорисовки и высокой четкостью на всем диапазоне. Я бы охарактеризовал данные наушники как удовольствие для понимающих. Однозначно советую всем продвинутым меломанам и аудиофилам. Просто потрясающая модель. А на этом у меня все. Это были наушники Яньен Moonlight. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.